Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Наконец-таки я смог выбрать момент, и сейчас, прямо сейчас, я поеду к человеку, к одному очень крутому человеку, в прямом смысле этого слова, к Петру Соколану. Он профессиональный пармастер, и я еду к нему в баню. Там будет очень много интересного, забегая вперед, вам скажу. Признаюсь, я никогда не был в таких банях. И что меня ждет, я полностью всего не знаю. Но со слов, с отзывов других людей, я делаю небольшие выводы и понимаю, что меня ждет что-то очень потрясающее и интересное. Ну а что будет происходить, я предлагаю поехать вам вместе со мной и посмотреть. Поехали, друзья! Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so. Вот про что я говорю. Видишь, толстомеры, бревно, они до обработки были 80-е. То есть вот это вот целиковая осина, разрезана на 3 плахи. Вот те 3 плахи, это еще бревно. Я тебе говорил про толщину, да? Да, я вижу, Да, то есть чем это классно? Тем, что осинка, она не перегревается, и в то же время это такой большой аккумулятор тепла. То есть вот мягкое лучистое тепло она в себя вбирает, и потом, когда человек лежит, он и снизу греется за счет вот этого дерева мягенько, и сверху я ему тоже паром его прогреваю. Поэтому у меня человек прогревается со всех сторон. То же самое посмотри на стенах, да, то есть вот эти вот стены, это бревно, массив целиковое, а вот эти 2 стеночки, они наборные. Но то же самое, несмотря на то, что здесь каркас, здесь идут тоже толстомеры. У меня горбыль и необрезная доска осина. Липа, осина, липа, осина. Вот, вперемешку. Все ручками обработано. Вот мое глубокое мнение такое и убеждение, что все, что делается руками, обработка дерева, металла, неважно чего, когда это делается руками, в материал вкладывается душа. И потом материал, он с благодарностью работает. Поэтому вот здесь, несмотря что все такое кривенькое, неровное, оно все сделано с любовью. Вот. У меня здесь 3 вида дерева. То есть осина, липа и вот немножко в красноту то, что отдает, подспинник и сокол. Сокол, потому что фамилия моя Соколан, это, скажем, такой герб фамильный. Это сделано из ольхи. Ольха, она такая в красноту немножко. Царское дерево считается. У нас на даче тоже нет да была ольха красноватая такая, тоже приятно смотреть. Ну и соответственно вот эта вот Печка чугунная, да, арабская ночь. Арабская ночь, которой я более чем доволен. Я ее расхваливаю и рекомендую, в общем-то, всем абсолютно людям. Даже если люди приходят и спрашивают, скажем так, задумал человек построить баню, да, для начала купить печь. Определился уже, не арабскую ночь. Приходит, спрашивает моего мнения, говорит, я вот уже определился, и, расскажи, правильно я сделал выбор. Я начинаю задавать ему вопросы, человеку, чтобы он рассказал все «за», которые у него имеются, за ту печку, которую он выбрал. А потом привожу все «за» этой печи. И когда мы начинаем сравнивать,
то получается, что эта печка выигрывает. Соотношение цена и качество. Что такое банная печь? Самое главное отличие банной печи от конвекционной, то что банная печь все тепло аккумулирует внутри на камнях. Даже если камни раскалены, вот руку сюда подставь, от нее вообще тепла практически нет. Да, реально. А внутри на камнях 500 градусов. Поэтому пар, который выдает эта печка, пар этот, он мелкодисперсный, он невидный, им очень классно дышится, им очень удобно работать, то есть его смешиваешь с воздухом, если надо мягенько. Взял из-под самого верха, покусал, да, там, если надо припарочки положить. Вот что такое мелкодисперсный острый пар. Когда пар крупнодисперсный, вот который мы видим из чайника, да, который мы видим на морозе изо рта, крупные молекулы воды, их видно. Этим паром тяжело дышать, он очень быстро обволакивает легкие, альвеолы. Что происходит в хамаме, например, да? Когда мы видим, там тяжело долго находиться. Он такой липкий, он тяжелый, этот пар. Им в нем долго не пробудешь. И работать им тяжело, потому что он тяжелый, он тут же осаживается. И уже непонятно, где воздух, где пар, все это смешивается. И там нет четкой границы разделения. А здесь у меня мелкодисперсный пар висит под потолком. Прям вот примерно полметра. Вот таким пирогом он там висит и не опускается. Потому что он мелкодисперсный. Человек лежит не в пару. Ну да, немножко. И в этом вся фишка. Человек лежит и отдыхает всю дорогу. Сколько бы я ни накидал сюда. И я беру из-под потолка столько, сколько мне надо. И опускаю. Ну да, вы уже чувствуете. И работаю, да. И если это в начале процедуры, то я беру этот пар острый, смешал его с воздухом. И вот этим вот одеялком тепленьким человеку укрыл, погладил, да. А если надо в конце уже, когда надо человеку дать вкусных ощущений, банных, ярких, особенно мужчины, за которыми приходят, я уже, конечно же, возьму из-под самого потолка, в венике наберу этот яркий пар, приложу, припарочку сделаю вкусную. Вот это будет вкуснятина. Друзья, я еще не начал принимать процедуру, а уже настолько счастлив и доволен, что я попал в эту баню. Что будет дальше, смотрите. Друзья, вот приехал я в баню к пармастеру, про которого говорил ранее. Вот, какая банька, вы уже, наверное, посмотрели. Я думаю, сможете увидеть, как будут проходить процедуры. Такая компактная, вроде с виду небольшая, но очень классная баня, очень крутая. Я много бань увидел, но вот такую нет. И здесь именно нужно понимать процедуру. Это не какая-то баня, чтобы к компании приезжать, а вот именно приехать за ощущениями, которые я сегодня обязательно получу. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Ну вот, сидим после первого заходика, пьем чай. И сколько мне предстоит таких заходиков вообще вот по опыту, что включает, допустим? Ну вот смотри, сама по себе
процедура парения, которая у нас вот будет сейчас с тобой уже под веничками, она выстроена так, что она самодостаточна. То есть этой одной процедуры достаточно для того, чтобы прогреть глубоко человека насквозь. И, соответственно, он получил и удовольствие, и оздоровление. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running точнее не так, не то что после, а моя задача довести твое тело до состояния начала гипертермии, то есть гипертермия это перегрев, вот только до самого начала и вовремя остановиться, чтобы этого перегрева не случилось. В этом состоянии человеку хочется охладиться, естественным образом хочется. Не потому что я это сказал, а потому что у тебя есть внутренний Потребность желание. Этого, да, желания. И только в этом состоянии можно человека отправлять безболезненно на контраст. Контрасты, опять же, могут быть разные. Ну, самый правильный, я считаю, это купель. Это холодная купель. Почему она правильная? Потому что мы в купель погружаем все тело целиком. То есть у нас спазмируются все сосуды периферии одновременно. И тогда вся вот эта горячая кровь, которая приливает на периферию во время парения, приливает к сосудам кожи. Это чуть меньше половины всей крови. Ну да. И вот когда вся эта разгоряченная кровь одновременно из сосудов выжимается за счет спазмирования, ей некуда деться, так как у нас система замкнутая, как хлынуть внутрь, да? И промыть этой горячей кровью все соединительные ткани, все внутренние органы, все, что внутри. Поэтому вот контраст, я считаю, что он обязателен. Но контраст, опять же, может быть разный. Если это беременная девочка, я парю там, вот на одном бочку попарил, на спинке попарил, ножки подогнул, коленочки попарил, на другой бочок достал спинку и животик, да, и грудину здесь прогрел. Вот так вот, она на живот лишний не может. А так как у нее процедура очень мягкая, то и контраст ей нужен тоже мягенький. Поэтому ей достаточно что? Взять венички в холодной водичке, смочить и просто протереть кожу, да? Может быть, из леечки полить, да, из ковшечка прохладной водичкой. Не холодной, не ледяной, а прохладненькой. Это уже для нее будет контраст. И потом догреть. Догреть для чего? После того, как у нас сосуды спазмировались на периферии, вследствие того, что в обычной жизни эти сосуды работают неравномерно, то есть те сосуды, которые у нас ежедневно активно работают, это в основном где? В конечностях, да, мы руками что-то делаем постоянно, на ножках мы постоянно ходим, поэтому вот конечности у нас, в них сосуды работают активно, и они, в общем-то, их даже не обязательно потом и догревать, они сами раскрываются очень быстро, они в рабочем состоянии. А вот там, где сосудики у нас в обычной жизни плохо работают, не то что плохо, не активно. Это где? Мы же не ходим постоянно, не кланяемся, да? Да. Поэтому спина, поясница, да практически вся спина. Это место, люди вообще стараются ограничивать свои движения в работе спины.
Поэтому, как правило, оттуда все проблемы, оттуда все заболевания. Если бы люди мышцы спины нагружали так же, как мышцы ног или рук, со здоровьем у всех все бы было хорошо. Поэтому такие места, особенно такие места, желательно после контраста согреть, чтобы исключить как раз вот это вот застой и спазмы. Я всегда человека после контраста, особенно после активного контраста, обратно завожу в баньку и согреваю, особенно те места, более тщательно, которые гипотетически могут подвергнуться застою. Ну что, друзья, я попарился в этой бане, и то парение, которое я ездил в общественную баню, и парение здесь, существенная разница. Если есть у вас какая-то возможность, есть знакомый паромастер, или где-то у вас в районе, в городе, еще где-то, обязательно посетите. Это абсолютно разные вещи, и поддавание на печь с ведра сумасшедшей температуры под 100 градусов, это совсем не то. Температура у нас была не выше 50 градусов, и я прям словил такой кайф, это прям что-то. Особенно еще вот после этой купели. Друзья, рекомендую. Говорили, что вот есть классическое, мне говорили, что будет классическое парение. Какие вообще парения есть? Как бы вкратце хотя бы. Мы выделяем как бы основных несколько видов парений. Это первое и самое основное, это классическое. Это когда греется спинка, потом выгревается грудь, живот, то есть передняя часть, и в конце, в завершении, дается яркость на спину, уже такой апогей, да. Вот, это классика. Второй вид, наиболее востребованный, это круговое парение. Он как раз рассчитан на людей, которые не могут переворачиваться на полке, так как это требует классическое парение. Это в основном беременные девочки, это люди, значит, с какими-то дефектами или поражениями суставно-связочного аппарата. То есть у кого там больные колени, больные там ноги, руки, там неважно. Ну, по какой-то причине человек не может переворачиваться. Тот же избыточный вес чрезмерный, да, тоже не дает возможности людям крутиться. Вот. Таким людям очень здорово подходит как раз круговое парение. Оно в основном делается на спинке и на двух боках. Вот. То есть очень удобно. Еще есть так называемое уже изысканное парение. Это парение, которое делается с индивидуальными особенностями человека в зависимости от его энергетики, в зависимости от его плотности тела, в зависимости от его психотипа. Вот эти уже тонкие вещи берутся за основные, и на их основе выстраивается процедура парения. Вот это уже называется изысканное парение. Понял, спасибо. Пожалуйста. Ну что, друзья, вот я вернулся домой с банных процедур от Петра. В первую очередь хотел бы сказать огромнейшее спасибо одной прекрасной девушке, которая дала мне волшебный, так сказать, пинок в хорошем смысле этого слова. И я попал к Петру. Райхан, огромнейшее тебе спасибо. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Мой организм ни разу не испытывал таких чувств, ощущений. Я не знаю, как это правильно описать. Ну, как бывает, что мы не можем описать вкус, запах. Вот в таком ключе. Здесь тоже организм испытывал такие ощущения непередаваемые. Друзья, так как я не только, я же строю бани, и мне еще хотелось бы освещать у себя на канале вот именно правильное парение, которое приносит нам пользу, дарит нам здоровье, а не то, как мы в обычных банях бывает, что кто кого пересидит, побольше на каменку накидал, что аж кожа горит. Это неверно и неправильное парение. Вот мне бы хотелось этот вопрос тоже освещать.
как бы напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы узнавать такую информацию. Жду от вас обратную связь, друзья. Ну, а я на этом буду заканчивать свой выпуск. Конечно, в нем много что хочется сказать, но сейчас у меня такое состояние, просто хочется отдыхать. Да, и, кстати, под венниками у Петра бывают такие люди, как Сергей Бадюк, люди, известные в фитнес-индустрии, это Линдовер Станислав, Дмитрий Шанькин и многие другие. И явно они смотрят за своим здоровьем и понимают, как нужно, что их просит их организм, как говорится. Вот, и они к нему ездят неоднократно. Давайте, друзья, на этом я буду заканчивать, я буду отдыхать. Всего вам самого наилучшего, и всем вам желаю, чтобы вы испытали такие же чувства, ощущения, что испытал сегодня я. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Вы были на канале Ренат Строит.